Приветствую вас на канале Раисы Греченко, дача, сад, огород, цветы. Погодка сейчас совсем интересная и странная. То почти лето стоит пару дней, днем 23-25, ночью 12, а то и чуть-чуть больше. Ну а потом вдруг вот такие чудеса происходят. И вдруг небо темнеет, ветер несет тучи, и становится очень холодно. Такие циклоны приносят кому-то ливень, кому-то град, кому-то снег. Что же делать растениям, которые высажены в теплице, и при циклонах ночью температура понижается до пару градусов, иногда до нуля? Как выдержать растениям вот такие резкие перепады? Ну, у нас на юге я вот использую вот такой способ, с которым меня когда-то познакомил старый агроном. Он очень был опытный, и когда-то мне сказал фразу: «Тебе это пригодится». Ну вот через много лет мне это пригодилось. Я уже несколько лет этот способ использую для прогрева почвы в теплице. Именно в теплице помогает вот этот способ сохранить температуру. Сейчас я об этом расскажу более подробно. О том, как приготовить раствор, я чуть-чуть позже расскажу. Досмотрите видео до конца. Но вот прежде всего я себе делаю вот такую заготовочку. Вот бумажечка, разрезала ее, 9 сантиметров у нас радиус. Ну, можно чуть-чуть больше, и 10. В диаметре получается 18-20 сантиметров. И это вот мне нужно будет именно в те дни, когда будет идти циклон, и Луна будет находиться в знаках воздуха: Весы, Близнецы, Водолей. В эти знаки нельзя поливать, и растения могут погибнуть, корни погибают. Растения в это время интенсивно занимаются дыханием. Ну и вот именно полив идет тогда, вот поливаю я, вот чем больше, тем дальше, вот тем лучше. У меня в земле органики много, поэтому вот этот раствор, которым я буду поливать, он же сразу начинает работать и выделять тепло. Что же за это секретный такой раствор? Сейчас я расскажу, как его приготовить. Мне об этом рассказал вот этот мудрый агроном, старый земледелец. Итак, для этого нам понадобится аммиачная селитра или мочевина. Если есть у вас, у меня, допустим, если есть аммиачная селитра, тогда я беру 10 литров воды, не простой воды, а она должна быть нагрета не менее 35 градусов или 40, лучше под 40 градусов. И добавляю 5 столовых ложек сверху аммиачной селитры в 10-литровой воды. Это ведро должно быть, естественно, пластиковое, не металлическое. И вот эту селитру хорошенько, быстренько перемешиваю, и под каждое растение у меня уходит где-то 1,5 литра вот этого раствора. Если же нет аммиачной селитры, тогда используем мочевину. Здесь чуть-чуть другая пропорция. 10 литров воды, температура от 35 до 40 градусов. Добавляем сюда 3 столовые ложки мочевины. Снова же в пластиковое ведро и быстренько перемешиваем и поливаем вокруг каждого растения. Даже когда и Луна в других знаках, лучше этот полив провести вокруг растения. Здесь у нас очень много органики. И органика как раз в сочетании с аммиачной селитрой и мочевиной, тем более горячая водичка, быстро начинается реакция и выделяется тепло. Естественно, прогревается воздух, испарения идут вверх теплые, и корню тоже в почве. Почва прогревается, корень тоже тепленький. Вот таким образом я согреваю свои растения в холодные ночи, в прохождение холодных ночей. Этого тепла достаточно бывает на 2 и 3 суток, потому что органика продолжает перерабатывается, реакция продолжается, и растения нормально проходят, вот высаженные уже рассады, нормально проходят вот эти периоды холодные. Это я делаю, когда на улице +4, +5,
даже опускается температура к нулю. Вот этот способ уже высаженная рассада спокойно переносит вот эти резкие перепады. На канале Раисы Греченко «Дача, сад, огород, цветы» был рассказ о том, как старый мудрый агроном поделился когда-то своим советом со мной, и я его использую уже много лет, то для разогрева почвы перед посадкой. Но в этом году не пришлось это использовать, зато из-за погодных аномалий нужно подготовиться, и я уже готова к тому, чтобы быстро, оперативно использовать мочевину или аммиачную селитру, горячую воду и прогреть почву, чтобы растения наши спокойно перенесли вот этот холодный период. С вами была Раиса Греченко. Всего самого-самого вам доброго. Хорошей погоды!